Всем привет, всем здравствуйте, мои дорогие. У нас сегодня прогноз на квантовом оракуле. Вот такая коробочка, для кого интересно. Давайте посмотрим, о чем вам нужно знать прямо сейчас. Ну, вы время загадываете сами. Но я часто делаю такие расклады, поэтому в любой момент, когда вы нашли это видео, оно для вас подходит. У нас будет сегодня 5 вариантов. Так, ну, первый у нас будет цитрин. Надеюсь, его видно. Второй будет розовый кварц. Третий тигровый глаз. Это у нас авантюрин. И, так, сейчас вспомню. Аметист, по-моему, это у нас. Так, аметист. Это или аметист, или содолин. Ну, если кто разбирается в камнях, напишите, если вам не сложно. У меня тут дилемма. Хорошо, у нас 5 вариантов. Задайте вопрос как бы внутрь себя. На что мне нужно обратить внимание? Что меня ждет здесь и сейчас? Карты Таро и оракулы – это инструмент, а я как проводник – это для общения вас и ваших наставников, ангелов, архангелов, вашего высшего я. Поэтому спросите себя, на что мне нужно обратить внимание здесь и сейчас, и что меня ждет. И выберите один или по цифрам. 1, 2, 3, 4, 5. Ну или по камушкам. Ну, не забывайте, что интуиция у нас работает первые 3-4 секунды. Хорошо, если кому-то нужно больше времени, не спешите. Я пока подготовлю колоду. Настройтесь, постарайтесь, чтобы вам никто не мешал, чтобы вы могли услышать ответ. Так, что ждет зрителей этого видео в ближайшее время? На что нужно обратить внимание здесь и сейчас? В момент просмотра этого видео. Относительно чего, может быть, у всех будут разные сферы. Вы можете выбрать несколько вариантов, если к тому вас тянет. Так, что ждет зрителей этого видео в ближайшее время, на что обратить внимание здесь и сейчас. Первый вариант, что у вас сейчас. Так, самое главное, чтобы нам было видно. На что вам нужно обратить внимание. Что вас ждет в ближайшее будущее. Всего 3 карты. Если будет какая-то сложная ситуация, я добавлю. Второй вариант – розовый кварц. Что вас ждет сейчас, на что обратить внимание, что вас ждет в ближайшее будущее. Третий вариант – тигровый глаз. Так, я надеюсь, у меня уместится. Тигровый глаз. Что у вас сейчас, на что обратить внимание, и что вас ждет в ближайшее будущее. Третий вариант – зеленый камень. Что вас ждет сейчас? Это у нас авантюрин. На что вам нужно обратить внимание и что вас ждет в ближайшее будущее. Так, сейчас чуть-чуть подвину. Карты широкие. У меня камень, то ли содолит, то ли аметист. Что у вас сейчас? На что вам нужно обратить внимание? Что вас ждет в ближайшее будущее? Хорошо, наш расклад готов. Я надеюсь, вы уже выбрали. Ну, если нет, поставьте на паузу, не торопитесь. Мы начнем с первого варианта. Для тех, кто выбрал цитрин, давайте посмотрим информацию для вас. Что у вас происходит сейчас? На что вам нужно обратить внимание? И что вас ждет в ближайшее будущее? Ну, мне уже нравится тенденция у вас. Первая карта – это что у вас сейчас,
Здесь у нас ложится тройка consciousness. Consciousness — это осознание. Карта называется Dark Souls, это темные мысли. Это в прямом положении. Человек заблудился в каком-то лабиринте мыслей, негативных паттернов. Может быть, каких-то переживаний. Ну, когда у нас вот лабиринт в голове, и мы ищем выход из какой-то сложной ситуации. Но когда эта карта ложится перевернутая, она показывает, что у вас уже встает солнце. То есть какой-то очень сложный период из вашей жизни уходит. То есть у вас в мыслях появилась ясность, или как вам выйти из какой-то сложной ситуации, или вообще куда вам двигаться, потому что лабиринт — это тупик. Может быть, кто-то, кто выбрал первый вариант, вообще или заблудились, или потерялись в какой-то сложной, темной ситуации. Все это у вас заканчивается. То есть как бы вот эта перевернутая карта говорит, что с этого момента дела пойдут более гладко. У вас наступают более счастливые, радостные, легкие времена. И, скорее всего, это у вас уже началось. Есть в вашей жизни уже какие-то позитивные результаты, или вы все-таки смогли выйти вот из этого тупика проблем и переживаний. Вот на что вам нужно обратить внимание. У нас здесь planning and action, то есть это планирование действий, да, карта перевернутая. Она говорит, что, скорее всего, что-то вы спланировали, что-то вы хотели реализовать. Ну, вот, может быть, из того, что происходит в мире, это или в перевернутом положении упущенные возможности, или планы, которые у вас провалились. Может быть, какие-то путешествия не состоялись, или действия, которые вы не смогли реализовать. То есть по перевернутой карте она говорит: обратите внимание, что вот этот период замедления и непонятно куда двигаться, наконец-то уже заканчивается. То есть были у вас какие-то определенные намерения, спланированные действия, даже, может быть, вы их уже подготовили, но все у вас затормозилось. И вот вы попали вот в этот лабиринт мыслей, как вам из всего этого выпутываться. Тут как на что обратить внимание, она говорит, что сейчас вы должны сосредоточиться на своих более высоких целях. Убирайте те планы, которые вы не смогли реализовать, и выберите новые направления. Ну и что вас ждет в ближайшее будущее? У нас опять же тут единица consciousness, единица осознания, и карта называется уже оптимизм. То есть мы ушли от каких-то переживаний, темных мыслей, от лабиринтов, в которых вы блуждали. И перед вами открывается вот эта прекрасная долина изобилия. И здесь вам карта несет сообщение, что вас ждет позитивное развитие, будь то в деньгах, в любви, в карьере или в ваших других планах, которые вы не смогли осуществить. Также вас может ждать какое-то личное достижение или же творческий успех. То есть все вот эти старые препятствия, то, что вы не смогли реализовать, наконец-то уходят, и вы увидите вот этот свет в конце туннеля. И самое главное, ваш настрой сейчас, вот этот оптимистичный, да, гарантирует, что вот это светлое будущее, то, к которому вы шли и которое вы ожидали, наконец-то уже к вам приближается. Хорошо, вот так у нас был первый расклад. Я благодарю вас, единички. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. А мы переходим ко второму варианту. Для тех, кто выбрал розовый кварц. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание. Что вас ждет в ближайшее будущее? Угу. Так, что мне все тут криво. Ну что, мне ваш расклад очень нравится. А что у вас происходит сейчас? У нас тут ложится восьмерка consciousness. Карта называется Happy Success. Это счастливый успех. И она прямая. И мы видим, что вот мужчина стоит, вот раскрыл руки, и ему в руки сыпятся драгоценные камни. Он счастлив, он выражает благодарность за то, что у него есть сейчас в его жизни.
Также он вот полон радости от того, что в его жизни происходит благословение. Да, счастье — это выбор, как и сознание успеха. И эта карта говорит вам, что вы сейчас находитесь во время приятных перемен, которые происходят в вашей жизни, которые приносят вам радость и изобилие. Это может быть в форме расширения богатства, это может быть в любви, в деловых достижениях, в карьерном росте. То есть карта может сообщать вам, что какое-то желание, к которому вы шли, наконец-то у вас исполняется. Да, и вот она и говорит, будьте готовы к принятию каких-то очень радостных, счастливых изменений в вашей жизни. А вот на что вам нужно обратить внимание, у нас здесь ложится единица People, карта называется Candid Partnership, это у нас партнерство, родственные отношения, и карта у вас прямая. Мы видим здесь пару, мужчина и женщина, которые танцуют вот на пляже, тут шарики, радуга. Эта карта предвещает вам открытие новых отношений. Или же, если у вас уже есть отношения или брак, это улучшение связи. Да, если вы в поиске были, то карта предвещает вам партнерство. Да, это, скорее всего, будет романтическое партнерство и принесет вам любовь, какие-то нежные чувства. Но это партнерство может быть еще связано с работой, может быть, это бизнес или какие-то творческие проекты, которые вы создадите с кем-то. Еще эта карта предвещает какое-то юридическое соглашение. Но в любом случае она говорит, какую бы форму вот не принимало вот это партнерство, в вашей жизни будет расширяться вот этот прекрасный резонанс поддержки и заботы. И что вас ждет в ближайшее будущее? Ну вот у нас в прямом положении шестерка Intention говорит играть в безопасность. То есть женщина сидит вот дома, как бы за забором, она отгородилась от мира, в котором происходит что-то очень хорошее. Тут фейерверки, какие-то возможности долины. Но вот ей пока как бы комфортно вот в этой своей зоне. А когда эта карта переворачивается, она говорит, что у вас сейчас происходит переход к чему-то или к кому-то новому. Может быть, вы делаете этот выбор самостоятельно, или же какая-то ситуация приносит в вашу жизнь изменения, такие как, может быть, сокращение на работе, для кого-то, может быть, продажа дома, в котором вы жили. Но это может быть изменение в вашей личной жизни. Был какой-то период, может быть, одиночества, затворничества. Может быть, вам было комфортно находиться с самой собой или самим собой. Ну, и этот период заканчивается. Карта говорит, что сейчас вот этот забор падает, который вы, может быть, выстроили сами между собой и окружающим миром. Ну и также это может быть отсутствие общения. То есть сейчас или вам больше не нужно себя ограничивать, или какая-то ограничивающая ситуация наконец-то уходит из вашей жизни. Так у нас получился второй расклад. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас, двоечки, за просмотр. Всего хорошего. Хорошо, у нас третий вариант для тех, кто выбрал тигровый глаз. Давайте для вас посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание. И ближайший результат. Да. Угу. Вот что у вас происходит сейчас, ложится пятерка энергии. Вот у нас здесь у вас две карты энергии и одна intention. Intention — это намерение. Что у вас происходит сейчас? Карта fear. Fear — это страх. Да, может карта показывать, что есть у вас сейчас какие-то переживания, может быть, сильная тревога. Вы сейчас наполнены вот этим чувством низких вибраций, это страх. Это может быть из-за того, что происходит в мире, или может быть у вас есть какая-то сложная ситуация, которая вас пугает. Может быть проблема, которую вы не можете решить. Но вам вот в прямом положении призывают просто посмотреть по сторонам. Ведь женщина, которая обуяла этот страх, на самом деле
в очень шикарном дорогом платье. И вот этот замок — это то, где она живет. То есть как бы карта говорит: вам нужно сейчас отвлечься вот от этого беспокойства и посмотреть, увидеть вот этот мир и красоту в вашей жизни. Вот по карте, если убрать вот эти мысли, которые обуяли женщины, то беспокоиться-то как таковой не о чем. Страх лишает нас воли. И мы чувствуем, что мы теряем наши силы. Он вообще нас парализует. А вот у вас сейчас есть и внутренняя сила, и возможности, чтобы изменить эту ситуацию. Но в первую очередь поменять свой взгляд или подход на более оптимистичный. Вот на что вам нужно обратить внимание. У нас здесь ложится Stuck Energy. Это завязшая, застрявшая энергия. Карта прямая. То есть мы видим, человек заехал в какую-то очень глубокую колею, из которой якобы он не видит выхода. А на самом деле вот здесь сзади него радуга. Нужно просто посмотреть по сторонам. Вот как бы и здесь. Вот эти, как я сказала, радуга и шары, это указывает, что позади вас есть ваша поддержка ваших духовных наставников, ангелов, архангелов. И вот эта ситуация, в которой вы сейчас находитесь, это ваш жизненный урок. И сейчас для вас пришло время узнать, что у вас есть возможность разрешить эту, казалось бы, неразрешимую ситуацию. Тут самое главное, вам нужно сейчас понять, какие шаги вам нужно предпринять. Вам нужно просто выбрать направление в вашей жизни. Независимо от чего у вас создалась вот эта ситуация, но опять страх это не может быть внешний, конечно, но тут больше вы сами себя тормозите. Тут какая-то боязнь, может быть, принять выбор. Но в любом случае вы можете выбраться вот из этой колеи, в которой вы закопались. И вот эта карта, это что ваше ближайшее будущее. Вот здесь у нас она перевернутая уже, да? Тут пятерка intention. Intention — это намерение. То есть вам сейчас нужно провозгласить намерение. Вот back and forth — это что? Туда-сюда, туда-сюда. Вот мы никак не можем на что-то решиться, или сделать какой-то выбор, или сделать первый шаг вперед. Вот страх и какие-то сомнения нас удерживают, а получается, что вы никуда не движетесь, вы так и болтаетесь на этих качелях. И когда эта карта переворачивается, она говорит, что сейчас вам Вселенная, ваши ангелы, ваша душа говорит, что для вас наступил период активных действий. Вам наконец-то нужно принять какое-то важное для вас решение. Может быть, то, которое вас пугало или которому вы сопротивлялись. Вам сейчас нужно внести ясность в то, что вы хотите сделать, куда вы хотите двигаться, что вы хотите предпринять. И сила-то у вас тоже есть, чтобы это реализовать. Потому что вот по этой карте она говорит, вот это ваша нерешительность, метание, они вас задерживали, и это, может быть, вопрос уже и затянулся. Но так как у нас эта карта перевернулась, она говорит, что вот сейчас ваша смелость уже будет расти, вы уже готовы взять контроль над своей судьбой, предпринять какие-то новые решения, шаги, действия. Да, может быть, это займет какое-то время, чтобы вот набрать обороты, если это, например, какой-то новый бизнес, работа, или это, может быть, новые отношения. Но в любом случае тут торопиться не стоит. Вы и так уже как бы затянули, поэтому тут наскоком нельзя, надо спокойно. Но карта говорит, сейчас вы будете уже на правильном пути. То есть вот постарайтесь сейчас сконцентрироваться вот на этой цели и предпримите необходимые действия. Потому что для вас наступает время больших активных действий. Вот вылезайте из этих страхов и из какой-то ямы, в которую вы этим страхом себя загнали. Да, вот так у нас получился третий. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас, троечки. Всем хорошего. У нас четвертый вариант для тех, кто выбрал авантюрин. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. Очень много consciousness карт.
То есть вот осознание того, что нужно что-то делать. Так, на что вам нужно обратить внимание и что вас ждет в ближайшее будущее. Мгм. Да, первая карта у нас это то, что у вас происходит сейчас. Здесь у нас двойка consciousness. Consciousness — это осознание. Карта называется Present Power. Present Power — это настоящая сила, настоящая власть. Карта прямая, мы видим, что человек стоит на пьедестале, и на цепях он держит зверей. То есть вот тигр, которого он держит в левой руке, это его прошлое. А лев, которого он удерживает, наоборот, да, правая рука, прошу прощения, а тигр, которого он удержит правой рукой, да, смотрю зеркально, это его прошлое. А лев, который он также держит на цепи крепко, это его будущее. То есть как бы карта показывает, что вот эти звери, они тихие, послушные. Эта карта говорит, что вы контролируете ситуацию в вашей жизни. То есть у вас все под контролем. Это так, вы знаете, как карта император. И сейчас она говорит, что, скорее всего, есть в вашей жизни какая-то, может быть, проблема, на которую вам стоит обратить внимание. Если у вас сейчас есть какой-то вопрос, который нужно решить, или проект, который нужно завершить, или, может быть, решение, которое нужно принять, вот вам сейчас стоит этим заняться. То есть как бы карта говорит, что вот мысли о прошлом и заботы о будущем не могут от вас не убежать, не поглотить вас. То есть вот вы занимаете крепкую позицию. Вот сейчас перед вами открываются какие-то новые возможности. И вам нужно воспользоваться этим периодом, когда вы вот в полной силе, и вы как бы контролируете, да, я уже, по-моему, говорила, контролируете эту ситуацию. Вот на что вам нужно обратить внимание. Здесь ложится карта двойка Cycle. Cycle — это цикл, этап нашей жизни. Карта называется статус-кво. Но статус-кво — это когда все одно и то же, ничего не меняется. Вот как бы все стабильненько, но в то же время это какая-то как рутина, что ли. Когда вот эта карта ложится перевернутая, она говорит, что для вас сейчас наступает время прорыва, что ли. Да, вот вы полны силы и энергии. У вас появилось осознание, что вы можете решить какие-то вопросы и вывести себя из какой-то стагнации. Ну, статус-кво не говорит, что вы прям в какое-то тяжелом положении, но просто вот эта рутина и никаких перемен, которые все-таки мы не можем развиваться. То есть в вашу жизнь сейчас входят какие-то очень хорошие большие изменения. Это может быть ваш выбор, например, оставить отношения или работу, или это может быть изменение извне, например, закрытие бизнеса, которым вы занимались. В первую очередь прояснить свои мысли, что вы хотите предпринять, чтобы поменять вот это вот статус-кво, да, не движение, чтобы изменить свою судьбу. Может быть, это как раз именно та возможность, которая вам нужна, чтобы принести вас к желаемой цели. Да, когда нас выбивают из нашей привычной зоны комфорта, она может, вот эта встряска или этот прорыв может проходить довольно тяжело. Но сейчас вы как феникс, который вот сгорел, да, и восстал заново из пепла. Поэтому вам сейчас как бы советуют набраться духа, посмотреть на те возможности, которые вам даны, и начинать двигаться вперед к своей цели, к своей мечте. То есть вы выйдете из какой-то рутины, и у вас появятся новые возможности для реализации. Но вы должны на это быть готовы. И вот третья карта, что вас ждет, конечно, это такая духовная карта, это семерка Спирит. Карта называется Ascended Masters, это вознесенные владыки. Здесь у нас изображение 4 владык. И когда эта карта переворачивается, она несет вам сообщение от Илариона,
Это мастер интеллекта, деталей, завершений дел. Он символизирует вот это вот всевидящее око на пирамиде. То есть для вас сейчас наступает время закончить какой-то проект, который потребует от вас некоторого умственного внимания. Иларион как раз и даст вам какие-то доказательства, если это, может быть, какие-то судебные дела или юридические вопросы. Также он может дать вам людей, которые необходимы послать как бы. То есть у нас вообще, когда мы рождаемся, у нас есть один единственный ангел-хранитель. Да, у кого-то, если сложная судьба, бывает и несколько ангелов, которые прикреплены к нему с рождения. Но когда мы проходим какие-то этапы в нашей жизни, к нам, помимо нашего ангела-хранителя, еще присоединяются мастера, вознесенные владыки, другие ангелы, которые нам помогают. Вот, например, мы поступаем учиться в школу, нам прикрепляют еще одного ангела, который помогает нам в обучении. Если мы там какие-то жизненные сложные периоды, там, с отношениями что-то связано, или поездки какие-то, ну, то есть разные житейские ситуации, всегда нам прикрепляют еще ангелов, которые нам помогают. Вот вас сейчас будут поддерживать Иларион и Сен-Жермен, который представлен вот этим знаком бесконечности. То есть Иларион даст вам помощь в обучении, в каких-то, может быть, ситуациях, где нужно собирать факты, проводить какие-то тестирования, искать доказательства, что-то вот собирать по крупицам. Ну, может быть, еще это общение с духами или какие-то развитие медиумных способностей или духовное общение. А Сен-Жермен, он может привести вас к каким-то людям, с которыми вы резонируете. То есть это может быть какая-то групповая энергия, может быть, какие-то группы медитаций, или это еще у нас мастер обрядов. Он может помочь в решении семейных вопросов, в каких-то корпорациях, организациях. То есть вот там, где много людей. Если вы сейчас будете иметь дело с какой-то вот групповой проблемой, то Сен-Жермен может принести вам, во-первых, большое вдохновение и разрешение вот этой сложной ситуации. Ну, это может быть даже не сложная ситуация, но он может вас привести к какой-то группе, которая вам будет нужна. Но еще, конечно, у нас Сен-Жермен – это прекрасный источник помощи, когда вы, например, пытаетесь изменить свое сознание, сознание сообщества или, может быть, даже всего мира. Да, кто-то здесь выходит из какого-то скованного состояния, может быть, реально вот сила растет, ваша сила осознания, может быть, духовного роста. Может быть, вы где-то сейчас учитесь какими-то духовными практиками, может быть, под управлением того же Лариона. Но Иларион как таковой мог послать вам учителя. И вы сейчас получаете эти знания, которые потом можете передавать другим людям. Да, вот такой у нас получился 4-й расклад. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас, четверочки, за просмотр. Ну, у нас 5-й вариант. Для тех, кто выбрал, да, вот, то ли садовид, то ли аметист. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание. И результат в будущем. Первая карта у нас это Consciousness of Lack. Пятерка Consciousness, это у нас Consciousness, осознание. Карта переводится как осознание недостатка. Осознание или сознание недостатка. В прямом положении мы видим, что человек повернулся спиной к бетонному сердцу, в котором содержатся вот, деньги. Широкие долины – это какие-то возможности. Ну и вода – это эмоции, чувства. Да, карта показывает, может быть, у вас был период финансовых ограничений, может быть, были и денежные потери, ограничения в любви, в отношениях, или было какое-то чувство потери, которое приносило вам печаль. Но когда эта карта ложится перевернутая,
она предвещает для вас очень хорошие времена. То есть в вашей жизни повышаются какие-то ценности, приходит в вашу жизнь радость. Да, может быть, вы вот прошли через период нужды, ограничений, но вот это время у вас заканчивается. То есть деньги, любовь и успех будут в вашей жизни сейчас расти. Но тут еще нужно понять и осознать ценность самой жизни, вашей жизни, да, простите за тавтологию. Она говорит, что посмотрите на те возможности, которые сейчас будет предоставлять вам жизнь. Примите их и поблагодарите Вселенную и ожидайте еще больших возможностей. На что вам нужно обратить внимание? У нас здесь ложится ангелы 4 направлений. Это 4 спирита, это у нас дух. То есть в прямом положении эта карта говорит о помощи Ариэла и Рафаэла. Ариэл у нас это помощь в креативных проектах или какие-то новые идеи. То есть здесь может быть помощь из хроник Акаши. Ариэл вообще это Божий огонь. И он непременно помогает нам осветить нашу жизнь и решить какие-то вопросы. Рафаэл несет энергию любви, семьи, чудес и священных путешествий. В перевернутом положении здесь вас поддерживают сейчас Михаил и Гавриил. Архангел Михаил – это у нас источник божественной силы, и он поможет вам привести вашу жизнь к стабильности, придаст вам сил, энергии. Для вас наступает время больших перемен, поэтому самое главное – поверьте в себя, действуйте от своего имени. Архангел Михаил сейчас поможет наполнить вас силой, которая вам нужна, чтобы подняться на высоту. А вот Архангел Гавриил – это ангел общения, и он может помочь вам сейчас в каких-то, может быть, коммуникационных проектах, в карьере, в бизнесе, в работе, может быть, в личной жизни. Но в первую очередь он может помочь вам изменить ваш разговор с самим собой. То есть вы сейчас заслуживаете уважения, и Архангел Гавриил поможет вам полюбить себя. Но также он поможет вам высказываться, говорить то, что вы думаете, не бояться. Да? То есть если у вас была привычка закрываться, или если вам нужно что-то выразить, вот сейчас самое время громко заговорить о себе. То есть как бы Архангел Михаил приносит вам смелость, а Гавриил приносит вам слова. И что мы получим по итогу-то? У нас 7 intention, это honoring path. Ну, переводится это дословно как почетный путь. Мы видим, что женщина стоит на сцене, ей аплодируют. То есть карта вам предвещает положительное признание за то, что вы сделали или собираетесь сделать. Да, на более глубоком личном уровне эта карта может показывать сдвиг в отношении других людей, а также ваших собственных к себе. То есть вы начинаете видеть лучшее в себе, и по мере того, как возрастает ваша самооценка, другие вас тоже также начинают оценивать. То есть если к вам кто-то относился с неуважением, может быть, вы боялись вот высказаться, то сейчас карта говорит, у вас есть право требовать вежливости. То есть вот эта энергия самоуважения – это единственный способ получить, отзеркалить ее как бы от Вселенной. Поэтому она и говорит, выбирайте вот это намерение самоуважения в своих мыслях, в своем поведении. Когда вы признаете, оцените и полюбите себя, то и мир ответит вам также. Вот такой у нас получился 5-й вариант. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.